Всем привет, с вами Виктория Ню, и это видеообзор на 10 пластин для стемпинга с магазина Approtega на AliExpress. Если вам интересно, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Все 10 пластин на подложках размером 6 на 12 сантиметров приходят с защитной синей пленкой, которую перед применением нужно обязательно снять. Итак, первая пластина GR372. На пластине представлены фрукты в сочетании с тонкими линиями, которые в свою очередь очень напоминают паутинку. Глядя на композиции, которые представлены на этой пластине, лично мне сразу хочется что-нибудь раскрасить. Реверсивный стемпинг я, конечно же, люблю, но кто мешает нам раскрасить стемпинг-рисунок, скажем так, акварельными красками, ну или маркерами, или даже фломастерами. На пластине очень много тонких линий, но, как вы сами сейчас можете видеть, все они отпечатываются без каких-либо проблем. Пластина с очень хорошей гравировкой. Отпечатала стемпинг рисунок на типс и теперь раскрашиваю его при помощи маркеров. Единственное, в таких дизайнах нужно учитывать то, что фон должен быть светлый. Лучше всего, конечно, если фон будет белым. Добавив красок, дизайны с этой пластины получаются яркими, сочными, отлично подходящими для лета. Ну и вот так смотрится еще несколько отпечатанных рисунков, причем еще и раскрашенных, с пластиной GR372. Следующая пластина GR361. Данная пластина меня заинтересовала тем, что на ней представлены композиции заднего плана. То есть с этой пластиной мы можем сначала отпечатать на типс деревья, горы с деревьями, а затем уже на передний план вывести какой-то элемент. На этой пластине есть также лисички в разных позах, и я непосредственно буду выводить лисичек, скажем так, на передний план. Данная пластина также с очень хорошей гравировкой, и тонкие линии, и полые рисунки. Все отпечатывается без проблем. И вот так вот смотрится еще несколько отпечатанных рисунков с пластины GR361. Следующая пластина GR392. И на мой взгляд, это просто шикарнейшая пластина. При помощи композиций, которые представлены на этой пластине, вы сможете без особого труда эффектно разграничить ногтевую пластину как по вертикали, так и по горизонтали. Отпечатав рисунок, вы сможете разместить его в виде арт-френча, либо в виде вертикального дизайна. На мой взгляд, пластина действительно очень универсальная, и такие дизайны, в принципе, выполняются довольно быстро, легко, и клиенты такие дизайны, в общем-то, любят. Ну и вот так смотрится еще несколько отпечатанных рисунков с пластины GR392. Следующая пластина GR393, и на этой пластине представлена такая восточная тематика. На этой пластине мне сразу приглянулись журавли, горы и имитация воды. Также, когда я видела эту пластину у продавца, мне были очень интересны ветки сакуры, но по итогу эти ветки, они оказались, ветки ветками, а вот сакура, она, скажем так, совсем плохо читается. Но при отпечатывании таких веток коричневым цветом затем просто можно наставить там розовых точечек, зеленых крапинок, и, собственно, какое-никакое, но дерево сакура все-таки получается. Ну и вот такие незамысловатые дизайны я смогла придумать при помощи пластины GR393. Очередная пластина GR397. Цветочки, бабочки, журавли, аисты, и есть даже птичка колибри. Растительность на данной пластине меня особо не впечатлила, но вот птицы, запечатленные на разных этапах полета, мне очень понравились. Причем они тут и крупные, и мелкие, то есть подойдут на различные ноготки. Хочу отметить, что в данном обзоре я подготавливаю дизайны, исходя из тех композиций, которые представлены на одной пластине. Но, как вы понимаете, элементы с этой пластины могут дополнить какие-то элементы с тех пластин, которые у вас уже есть.
Ну и вот так смотрится еще несколько дизайнов на скорую руку с пластины GR397. Следующая пластина GR399. На данной пластине, скажем так, рыболовная тема. Крючки, косяки рыб. И тут есть даже такая композиция, где мальчик при помощи удочки поймал месяц. Честно скажу, тематика не особо востребована, но косяки рыб, которые представлены на данной пластине, отлично дополнят любой морской дизайн. Также на этой пластине есть парочка замечательных фламинго. Я понимаю, что фламинго есть на многих пластинах, но тут, знаете, гравировка такая, есть глазки, есть крылышки у фламинго, то есть очень такая детальная гравировка. Ну и вот так смотрится еще несколько дизайнов, подготовленные при помощи пластины GR399. Следующая пластина GR405. Ковбои, волки, шляпы с усами, но самое интересное на этой пластине – это лошади. Линейные рисунки лошадей, словно застывших в движении, лично меня завораживают. Но, как говорится, ковбойщину на этой пластине никто не отменял, поэтому, собственно, можно эти рисунки между собой скомбинировать. Также на этой пластине представлены две девушки в вестерном стиле, но одна из них как-то совсем плохо читается при отпечатывании, а вторая смотрится довольно стильно. Именно ее я и отпечатала на типс. Следующая пластина GR406. И тут у нас тема Лондон. Биг Бен, пудинги, чайные атрибуты, зонтики, флаг Великобритании. И, на мой взгляд, тут очень шикарная гравировка и очень красивый циферблат часов. Также на этой пластине слово «Лондон» выгравировано разными шрифтами, причем настолько тонкими линиями, что поначалу мне казалось, что навряд ли эти тонкие линии, тончайшие, можно сказать, линии, корректно отпечатаются. Но, как показало тестирование, даже тончайшие линии с этой пластины отлично отпечатываются. Ну и вот таких несколько дизайнов мне удалось подготовить с пластины GR406. Мимо следующей пластины GR409 я вообще не могла пройти мимо, потому что тут представлена змеиная тема. Да, я змея, да еще и подколодная, поэтому эта тема мне очень близка. На данной пластине представлены довольно симпатичные змейки, но меня особо порадовали кисти рук со змеями. На мой взгляд, довольно интересное сочетание. Также на этой пластине довольно симпатичный хамелеон на ветке. Он небольшой, но при отпечатывании узнаваем. Гравировка на данной пластине настолько хороша, что даже мельчайшая чешуя змеи при отпечатывании отлично видна. По большому счету, рисунки со змеями, на мой взгляд, вполне самодостаточные. Но ведь нам никто не запрещает дополнить этих красавиц какой-нибудь растительностью. Ну и вот такие вот дизайны у меня получились с пластины GR409. Ну и завершает данный обзор пластина GR410. Тут у нас как раз представлена такая тропическая зелень. И тут хочу обратить ваше внимание на шикарный куст монстеры и на пушистую пальму. Да, листья монстеры встречаются на многих пластинах для стемпинга, но вот такой вот куст мне попадается впервые. При помощи подобных пластин можно быстро создать летние дизайны. Отпечатали кустики, дополнили эти кустики какой-нибудь надписью и, собственно, все, стильный, модный летний дизайн готов. В принципе, данная пластина может дополнить сочной зеленью любой летний дизайн. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх.
А я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!